Всем поприветствую! В преддверии очередного обновления в игре Viking War of Clans есть небольшая информация, каким изменениям готовится игрокам. О них сегодня мы с вами и поговорим. С вами я, Гадкий Викинг, и это выпуск «Негадкие новости». Всем приятного просмотра и времяпровождения. Не забудьте поддержать видео лайком, а также поделиться своим мнением по обновлению в комментариях. Поехали! Начнем наш разговор со зданием, который скоро можно будет поднимать до 50 уровня. Пока буду вести диалог, карточки зданий будут появляться в цветах. На что следует обратить внимание? Это на ресурсы, за которые улучшается здание. Тут есть два пути. Первый – это улучшение здания, используя ресурсы, осколки душ, мрамор альвов и ускорение. Второй – это используя только мрамор альвов и золото. На своем примере покажу накопленное количество мрамора альвов на моем аккаунте до выхода обновления. Всего 2 миллиона мрамора альвов, а нужно, чтобы поднять все здания на максимум, более 1,5 миллиарда мрамора альвов, или половину от озвученного числа, если использовать золото. Соответственно, тут можно сказать одно, что здания будут подниматься не так уж и быстро. Многим игрокам потребуется длительное время, чтобы улучшить здание. Значит, обновление нацелено на продолжительный период времени. Что еще хочется сказать до выхода обновления? Нет никакой информации по бонусам, которые будут улучшаться вместе со зданием. Так что еще много информации остается в тайне. Также пока нет представления, как же будет реализовано открытие знаний, уже с текущего уровня, который есть в игре, то есть 40-й, или же только с повышением уровня Дворца и Оракула. Думаю, это мы сможем узнать с выходом обновления. А теперь поговорим о грандиозных цифрах, которые вы сейчас видите. Это не номера телефонов, не суммы координат в солнечных системах. Это именно то количество ресурсов, которые вам потребуется, чтобы улучшить здание. А циферки тут немало. Того потребуется около 1,5 миллиарда мрамора альвов, 2,4 триллиона осколков душ, 22 квадриллиона дерева, 23 камня, 19 железа, 16 еды, 78 серебра и 1 триллион недельных ускорений. Или же 750 миллионов мрамора альвов и более 3 триллионов золота. Тут нужно будет наблюдать за изменением наполнения банковских предложений в плане ресурсов и остальных игровых ценностей для подъема зданий. Обновление значительное и требует грамотного и внимательного к нему подхода. В первую очередь, мой совет – это не торопиться, следить за тем, как будут меняться лиги в соревнованиях, и опираться на возможности и, главный интерес. Далее о знаниях. Небольшая информация по новым знаниям. Как многим стало уже известно с прямых трансляций, в первую очередь нам понадобятся элементы хаоса. Для изучения знаний, а также открытия войск Т9 разных типов. Тут нужно будет задуматься, какие знания вам понадобятся в первую очередь. Из 7 веток знаний нам к обзору представлены только 2. Это войска 9-го тира и крепости 3. Остальными знаниями мы ознакомимся на момент выхода обновления. Какое количество элементов хаоса понадобится для изучения, пока неизвестно. Ветка знаний 9-го тира будет изучаться в последовательности открытия типов войск. Пехота, потом стрелки, далее кавалерия, убийцы, осадные орудия и, соответственно, шпионы. На что стоит обратить внимание в знаниях войск 9-го тира? При изучении они будут открывать виды войск и улучшать показатели в основном только войск 9-го тира. Единственное знание в этой ветке, которое усилит все ваши войска, это количество воинов в походе, но оно находится в самом завершении исследования и будет иметь бонус 125%. Знания крепости 3 будут усиливать общие показатели ваших войск при сражениях в крепостях, даже без открытия войск 9-го тира. Также там имеется знание, усиливающих характеристики ИТ-9 в крепостях при захвате и обороне. Думаю, ветка знаний крепости 3 вызовет немало внимания, так как сражения на башнях Асгарда, башнях Света, портах в Хольмганге, башнях Ярости, троне Ютунхейма и других крепостях происходит в игре очень часто. Ну а что открывать и изучать в первую очередь, нужно будет серьезно обдумать, так как пока даже нет ни малейших предположений, сколько же потребуется усилий и, конечно же, элементов хаоса на изучение. Думаю, дальнейшее обсуждение и взвешенное решение уже будем принимать после выхода обновления, когда уже столкнемся с реальными цифрами, а также впервые увидим элементы хаоса и в каком количестве они нам не только понадобятся для изучения знаний и открытия войск 9-го тира, обучения Т9, но и увидим, насколько тяжело они будут зарабатываться в сражениях.
Теперь немного о войсках Т9. Яркие картинки, грозные названия, хороший аргумент стать их обладателем и испытать их в сражении. Но есть одно но. Во-первых, их нужно открыть. Чтобы открыть воинов Т9, нужны элементы хаоса. Во-вторых, их нужно обучить. И для этого нам опять же понадобятся элементы хаоса и, конечно же, ресурсы и ускорения. На скриншотах, которые мы видим на экране, нет информации о характеристиках войск, их содержании, скорости передвижения, а также их грузоподъемности. Единственное, что известно, это то, что для обучения потребуются ресурсы, элементы хаоса и, конечно же, ускорение. Для каждого вида войск актуальны свои ресурсы. Еда для пехоты, дерево для стрелков, камень для кавалерии и железо для убийц. А вот для обучения осадных орудий и шпионов потребуются все виды ресурсов. Об остальном мы с вами сможем порассуждать только после выхода обновления, когда уже вживую увидим те критерии, которые нам понадобятся для обучения, а также и сами характеристики войск. Хотя были слухи, что они в 2 раза сильнее воинов 8 тира, но это мы с вами скоро узнаем. Еще одно интересное дополнение к будущему обновлению. Это увеличение запаса энергии героя. Если сейчас в игре запас всего 5 миллионов, то скоро эта цифра станет в 200 раз больше. Конечно же, для многих это удобство. Главное, чтобы это не было предпосылками к очередному обновлению, которых сейчас и так достаточно. Также нет информации, коснется ли это силы шамана, или же все останется по-старому. Ребят, есть еще немного информации не по будущему обновлению, а уже под предпосылкам к следующим обновлениям в игре Викинг War of Clan. Сейчас с вами их обсудим и посмотрим. Первое, это, конечно же, сообщения, содержащие информацию о ваших походах, атаках, шпионажах и других действиях в игре. В будущем, надеюсь, что в ближайшем, их можно будет настраивать, и возможно, что каждый выберет для себя самые важные оповещения. Также будет возможность настраивать меню как удобно игрокам. Несколько примеров, как это будет выглядеть сейчас перед вами. Думаю, это ярко отразится на удобном времяпровождении в игре, каждый сможет выбрать для себя те пункты меню, которые для него актуальны. Следующее, на что стоит обратить внимание, это небольшое видео, которое касается изменения лиг в личных соревнованиях. На видео появляются новые интересные названия лиг, такие как Лига Опытных, Наикрутейших и Мидгарда, а также имеются названия и тех лиг, которые мы с вами уже знаем. Это, я как понимаю, ждать уже совсем скоро, так как многие уже начнут поднимать уровни своих дворцов после обновления, о котором мы с вами говорим в текущих новостях. Но и самое интересное еще впереди. А теперь к самому интересному. Думаю, многие видели план развития игры на 2025 год. Как понимаю, сейчас я вам покажу уникальные скриншоты, которые будут относиться к новому соревнованию. Яркие картинки, шкала здоровья и много других дополнительных иконок, которые мы с вами пока еще не встречали в игре. На что обратить внимание? Это на новые названия игровых ценностей, такие как Пинта Эля. Также на скриншотах присутствует строчка, что какой-то игрок выиграл джекпот. Здесь стоит вообще задуматься. Несколько вкладок соревнований, события, Battle Pass, квест, дублоны и мозаика. И кто еще знает, что там будет дальше. Визуал интересный, мои предположения, что это соревнование личного характера, а не кланового. Ну а что в нем придется делать и как завоевывать награды, а также насколько оно будет увлекательным и занимательным, нам пока стоит только догадываться. Обязательно поделитесь своим мнением в комментариях о том, насколько оно вас заинтересовало, а также о предположениях, как в него играть. Считаю, одним из важных событий в игре это все-таки выход новых и интересных соревнований, так как они могут более серьезно приукрасить время провождения в игре, чем постоянно прокачивать аккаунт. Надеюсь, новое соревнование не заставит себя долго ждать, и скоро мы с вами в нем поучаствуем. Огромное количество информации о будущем обновлении сегодня я вам рассказал и показал. Не поленитесь поставить лайк за проделанную работу, а также поделитесь своим мнением по негадким новостям в комментариях. Обратите свое внимание на многие моменты, особенно в плане выбора знаний для изучения, зданий для улучшения. Много информации еще остается неизвестной, таких как бонусы зданий, характеристики войск, сколько же нужно элементов хаоса для открытия 9 тира и изучения знаний. А многими моментами мы столкнемся лицом к лицу уже при обновлении игры, но к чему-то можно подготовиться уже сейчас. Актуальная версия новостей на английском языке находится
по ссылочке в описании у коллеги и стримерши Stars Night. Обязательно посмотрите ее версию, а также поставьте лайк за проделанную работу. Всем добра и позитива, с вами был я, Гадкий Викинг. Увидимся на увлекательных и позитивных прямых трансляциях по игре Viking War of Clan.